Мои клиенты занимаются инвестициями в недвижимость. Вот она. Единственный, кто в этой ситуации очень круто выиграл, это человек, который умудрился его продать. Потому что это последнее издыхание этого скутера. То есть его вот прямо вот так вот взяли и выжили из него полностью все соки. И когда их уже там совсем не осталось, умудрились его еще и продать. Короче, рукожопы! Просто рукожопы! У меня нету толерантных слов. Друзья, всем привет! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И я уже почти 15 лет занимаюсь профильно ремонтом макси-скутеров Suzuki Burgman и Skyway. И основные гости у меня, как правило, 650-ки. Естественно, потому что это, во-первых, самые сложные, а во-вторых, самые интересные Skyway. И я очень люблю с ними работать, потому что даже спустя все эти годы я продолжаю открывать для себя что-то новое. Но это видео будет не про новое, это видео будет про заезженный классический вопрос. Очень многие, кто хотят зайти в тему, пишут мне: а вот там на рынке, я вот хочу купить, там есть мопеды там от 150 и там до миллиона. И какой из них купить? И чем же они отличаются? И я начинаю вот это вот рассказывать, что, во-первых, комплектациями, годом, там, дизельным звуком, состоянием и вот эта вот вся петрушка. В общем, стандартная классика, которую, если честно, за все эти годы я рассказывать всем подряд уже устал, потому что редко кто-то сам хочет и вообще желает искать информацию. Распространены также случаи спонтанных покупок, когда люди просто такие: о, понравилось, недорого, куплю. У некоторых людей почему-то есть такая логика, что, даже если там окажется плохое состояние, починим. Вот есть же Антохин сервис, я ему отвезу, он приведет в порядок. И иногда, хорошо, что правда такое происходит довольно редко, но тем не менее, там в годик, в два мопедик такой кто-нибудь да привозит. И вот он перед вами. Я сегодня буду рассказывать вам, какую 650-ку покупать нельзя ни в коем случае. И более того, вот эта 650-ка куплена за 150 тысяч рублей. И я бы ее не стал восстанавливать даже в случае, если бы ее забрали бесплатно. А перед тем, как я расскажу подробности, маленькое объявление. Друзья, про работу YouTube все в курсе. Рутуб, Дзен и ВК, все ссылочки будут внизу. Не забывайте подписываться на мою телегу. Постоянно пишу там посты, нас там уже очень много. Телега постоянно растет. Кому интересно за мной следить, прямо в welcome рекомендую, вот здесь вот подпишу, как меня там найти. Второе, это я активно занялся авто и мотоключами. Восстанавливаю ключи при полной утере, привязываю метки бесключевого доступа на Kawasaki GTR, там всякие, на скутеры Yamaha, такие как 530 T-Max, X-Max, на Honda PCX. И, в общем, вот это вот все. Короче, могу сделать ключи на 90% всех мотоциклов и автомобилей, поэтому пишите мне запросы в WhatsApp, Telegram. С радостью обработаю, отвечу. Если даже каких-то заготовок у нас в наличии нет, то закажем и сделаем. Итак, 650-ка. Мне она была доставлена прямо от продавца. И со словами, мне скинули видео, типа, дизелит мопед. Продавец сказал, просто надо поставить шафт-адаптер, и все будет хорошо. Но когда я увидел этот скутер вживую, понял, что хорошо не будет. И дело здесь даже не в шафт-адаптере и вообще не в дизелении. Хотя чуть позже я вставлю видосик, как он работает. Клиент купил недорого 650-ку, пригнал восстанавливать. Вот, говорит, дизелит немного. Вот те, у кого свежие 650-ки, послушайте, как должен настоящий, хороший такой дизельный звук звучать, который вот-вот наружу выйдет. Просто при одном взгляде на него, даже вот, наверное, вот оттуда, где стоит камера, видно, что вот этот скутер стоит более-менее ровно, а вот этот скутер стоит с сильным наклоном вправо. Это не просто так, потому что
одна из первых проблем, которые бросаются в глаза, это кривая центральная подножка, криво вареная, переваренная, потому что на первых годах центральная подножка была проблемная, и с годами на нее добавляли усилители, то есть есть целых 3 генерации центральной подножки. И первая, самая неудачная, она ломалась прямо в момент, когда на нее ставишь. Потом, соответственно, пошло лучше. Ну, как правило, здесь она, по-моему, еще при ДТП страдала, но это все не важно. Короче, самые вот нормальные подножки пошли, по-моему, года с 2007 или 2008. То есть уже со всеми полноценными усилителями, которые максимально надежные. Дальше, если посмотреть прямо вот с расстояния 3 метров, вот этот вот саморез мне очень сильно бросается в глаза. Я думаю, вам тоже, если вы присмотритесь. Он просто говорит о том, что крепежей давно нет и крепили так, как получалось. Ну, я вообще даже про качество покраски молчу, про состояние пластика молчу. Меня волнует сейчас только техничка. Я много раз говорил, что для меня одним из основных показателей состояния техники при осмотре является оригинальность крепежа. Так вот, для того, чтобы вы просто понимали, первое, что я сделал, это снял левую лыжу, потому что там не пойми откуда течет масло, это тоже очень интересно. Лыжа держалась, значит, в родных местах из 3 саморезов не было ни одного, родных клипс не было ни одной. Клипсы там стояли какие-то жигулевские, естественно, только 3 из 4, и 2 самореза просверливали пластик в местах, где это совершенно не предусмотрено заводом. То есть вот уже подняв коврики и посмотрев, как закреплена левая лыжа, я бы этот мопед к покупке не рекомендовал, несмотря даже вообще больше никуда. Итак, я сейчас не собираюсь говорить про состояние пластика, резины и прочих расходников. Оно ужасное. Задние колодки, как всегда, до металла. Я обращу внимание лишь на мелочи, такие как обломанные тормозные ручки, обе, причем кто-то их пилил болгаркой. Правая ручка очень интересно замотана изолентой, видимо, чтобы не порезаться. Пробег на одометре этого скутера большой. И, если честно, я даже не уверен, что реальный. 105 700 километров. Но, поверьте, в умелых руках за такой пробег этот скутер убить можно. Вот это вот прекрасная изолента на тормозной ручке. Значит, это у нас модель LX. У нее есть ABS, есть электрозеркала, но нет иммобилайзера, нет электростекла, потому что она где-то примерно 2004 года. Значит, тут ничего у нас особо сильно интересного нет. Как всегда, фильтр воздушный китайский. Это мы, надеюсь, будем менять, потому что владелец, несмотря на все мои уговоры и все мои попытки его вразумить, сказал, что мы все равно будем этот скутер потихоньку ремонтировать. Значит, сайлентблоки двигателя. Ну, конечно же, им здесь хана. В том, что здесь хана подшипника маятника, я не сомневаюсь. Вариатор здесь снимался явно не самыми пряморукими людьми, потому что патрубки одеты плохо. Соответственно, скорее всего, как-то криво вывешивали мотор. Левая часть двигателя у нас вся в масле. Я сначала уж грешным делом подумал, что течет масло из-под шафта адаптера, но потом мы разобрали пластик и поняли, что, похоже, и не факт. Ну, вернее, вот отсюда. Вот отсюда течь самое страшное. Кто не знает, если там течет сальник, то двигатель надо половинить. Значит, вот этот вот хомутик очень интересный. Он обходит вокруг всей крышки. Нужен он, похоже, для того, чтобы держать вот эту резинку. Видимо, почему-то она вываливается. Это провода генератора. Мы будем это дело разбирать и смотреть. Я подозреваю, что здесь было что-то типа колхоза с заменой датчика холла без генератора или наоборот. Так иногда делают, но я так делать, конечно же, не рекомендую. Короче, масло течет оттуда. Дальше, на всех осях крепления двигателя у нас неродные гайки. Вот такие вот, на 17. Каким образом можно было потерять или сломать все родные, я не знаю. Но кто-то умудрился это сделать. А это уже звоночек еще более тревожный, чем пластик. С другой стороны мы видим тоже классику. У нас не той стороной почему-то установлен фильтр вариатора. Он там в плохом состоянии. Это уже все я смотрел. Моторчик вариатора какой-то весь мятый стоит тоже не той стороной. Датчик положения вариатора стоит с ошибкой, не прижат к плоскости. И вот эти вот проводочки бедные, они, во-первых, неправильно проложены, потому что они должны быть проложены вот так.
Соответственно, и они уже явно не раз лежали на глушителе. Там уже погорела вся изолента. Короче, рукожопы! Просто рукожопы! У меня нету толерантных слов для того, чтобы называть вот этих вот не очень квалифицированных мастеров. Потому что так не делают. И если руки растут из жопы, то не надо просто совать их в мопеды. Ну, тут у нас как бы классика, надо все разбирать, чистить, все течет, все меняется. Здесь мы наблюдаем колхоз с разъемом вентилятора, то ли здесь заколхожен не родной вентилятор, то ли что-то еще. Там подложены проставочные гаечки, и он еще и кривой. Радиатор с вентилятором у 650-ки болезнь, когда мы спрыгиваем с бордюрчика и ударяем по низу радиатора, либо когда мы попадаем в ДТП и колесом достает до радиатора, в первую очередь страдает вентилятор. Его заклинивает и гнет ось. Возможно, гаечки подложены поэтому. Датчик температуры. Там, не знаю, наверное, ничего не видно будет. Да. Датчик температуры там тоже какой-то заколхоженный, не пойми от чего и не пойми как. Родной датчик температуры у нас лежит под сиденьем. Это вот вообще набор такой вот, который говорит сразу о том, что покупать этот скутер нельзя. Значит, человек сохранил сломанный каким-то чудом, вообще как это можно так сломать, датчик температуры, китайский масляный фильтр. Вот если вы видите такое в скутере, сразу разворачиваемся и уходим. Колодки с Алиэкспресса. И, конечно же, человек зачем-то сохранил старые, убитые просто в хламину пластиковые шестерни. Наверное, для того, чтобы пустить какую-то пыль в глаза кому-то или что-то. Здесь у нас какой-то колхоз с электрикой. Естественно, дельтовский дешманский аккумулятор. И вот это вот вишенка на торте. Вот этот вот прекрасный глушитель, который когда-то, наверное, был очень дорогим. Но вот эта сварка, которую я могу ногтем оторвать, но не буду. А также вот этот типа жигулевского хомут глушителя, с помощью которого это все закреплено. Причем глушак лямбдовый, провода оторваны, лямбды на этом скутере не было. Следующий прикольный колхоз мы наблюдаем вот здесь вот на заднем суппорте. Я не знаю, что это и зачем, прям вот хоть убейте, но это просто ужасно. Колодки там стерты, а задний суппорт здесь. Вы просто посмотрите, насколько он перекошен. То есть он не просто, то есть вот эта вот часть должна быть параллельно скобе, а он, получается, у нас стоит вот так. То есть на 650-ке, чтобы так сильно перекосить суппорт, это прям, ну, надо очень постараться. Я не знаю, что с ним делали, будем разбирать и смотреть, но это просто ужас. Естественно, колодкам там хана, вот это вот сверху изношено до металла сильно. Сразу же еще на улице, когда я осматривал данный скутер, мне бросился в глаза вот этот радиатор, в котором посечены и, похоже, погнили все соты. Это все нужно менять, нормально работать это не будет никогда. Здесь же, прям не отходя от кассы, можно увидеть текущее левое перо. И вон там вот висит колхоз по подключению лампочек фар, каких-то неродных или чего-то еще. В общем, вообще живых мест в скутере не обнаружено. Это только то поверхностное, что бросилось мне в глаза. На диске тут какие-то глубокие борозды, причем неравномерные. В общем, он весь такой. Вот, то есть, ну, я вообще молчу про пластик, там просто ничего нет живого. И, в общем, такой вот любопытный скутер. Сейчас я попробую вам его запустить. Итак, двигатель холодный. Включаем зажигание. Я только что накинул клемму, потому что я боюсь такие скутеры оставлять с накинутой клеммой в мастерской. Так, левый концевик не работает. Так, стартер у нас еле крутит. Так, в каком-то положении он должен крутить. Сейчас мы попробуем его. Так, ну, короче, попробуем сделать так. Бедолага, как же ему... Давай, 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 родной! Давай, давай! Ну ты же заводился! Ты делал это при мне!
Так, попробуем еще раз. Только уже с выносного аккумулятора. Ай. Нет, это бесполезно. Итак, запустить двигатель данного скутера не получилось, потому что, судя по всему, у него неисправен стартер. И прошлый раз, когда я слышал, как он заводится, он тоже крутил просто ужасно и еле-еле завел скутер. Единственный, кто в этой ситуации очень круто выиграл, это человек, который умудрился его продать. Потому что это последнее издыхание этого скутера. То есть его вот прямо вот так вот взяли и выжали из него полностью все соки. И когда их уже там совсем не осталось, умудрились его еще и продать. И вы знаете, ребята, вот стоимость приведения в порядок такого скутера технически, я вообще сейчас молчу про пластик, даже не обсуждаю этот вопрос, я даже заниматься этим не буду. Она может, ну вот если прям вот делать все и как следует, она может превысить 400 тысяч рублей. Вообще в легкую. Потому что если вот прям по списку перечислить все технические нарекания и как следует их отремонтировать, а я обязательно сейчас вставлю кусочек ролика, как он работает. То есть у него ужасно работают цилиндры, отваливаются периодически, у него ритм работы даже такой, у него катушки не фиксируются на свечах, диффузора там вообще нет за радиатором, но это ладно, фиг с ним. То есть он ужасно дизелит, и я думаю, что это уже не просто дизель, а это скорее всего там подшипник разваливается первичного вала или что-то в этом духе. Может так получиться, что вообще придется лезть в мотор. Хотя не факт. Сам мотор, кстати, работает ничего. Но это неудивительно. Мотор — это самое надежное вообще, что есть в 650-ке. И они практически неубиваемы. И по сути, то есть перебрать вилку, там, разобраться с задним суппортом, с этим, с тем, поставить там хотя бы какой-никакой польский шафт. То есть цена запчастей и цена работ в том числе, она настолько высока, что даже если этот скутер взять и выбросить на помойку, не выручив за него ни копейки, и просто пойти купить другой, причем другой можно купить какой-нибудь там после 2005 года и в приличном состоянии, то есть без этих проблем с дизельным звуком и всем остальным, будет целесообразнее, чем вкладывать деньги в этот. Однако я периодически встречаю довольно часто людей, которые убеждены, что лучше я куплю весь его типа починю и типа буду в чем-то там уверен, ездить и там, как мне сказал владелец, думать, что он не ломается. Да, конечно, можно вложить безумно до хрена денег и думать, что он не ломается. Но вот, кстати, белорусы не один раз мне попадались с таким мышлением. То есть они там за 500 евро, долларов там покупали у себя где-то там убитый мопед, вкладывали в него там еще 3000 долларов, 4, и в конечном итоге через полгода они понимали, что надо его продать, стоит он 1000-1500 у них там, и типа купить посвежее, потому что там электростекло хочется, там еще что-нибудь хочется. Ну, хочется поприкольнее, посвежее, поновее. То есть и в конечном итоге все эти деньги были выброшены зря, потому что никто никогда, когда год старый, когда пробег большой, не оценит ваши вложения. Безусловно, вы будете какое-то время кататься без проблем, и мое мнение, что делать это есть смысл только в одном случае, если скутер дорог вам как память. Я как бы... несколько раз озвучил свою позицию владельцу, естественно, в такой аккуратной форме. Мне вообще не принципиально. То есть ездить на этом скутере не мне. Поэтому решение здесь принимаю не я. Если человек хочет, без проблем. То есть это решение человека. Моя задача как механика донести до него суть, которую он просто должен понять. Потому что у меня бывали такие претензии когда-то давно от клиентов, что ты должен был меня переубедить. Вот чтобы такого не было, что должен был переубедить, я озвучиваю несколько раз позицию, что я бы в этот скутер деньги не вкладывал. Я бы просто купил другой и продал этот за сколько заберут. Вот, ребята, это как раз вот тот пример скутера, который я на разбор не готов купить вообще, ни за сколько.
То есть я не готов заплатить за него деньги, потому что с него нечего брать. То есть тут геморроя будет больше, чем выхлопа, даже если его бесплатно забрать, потому что это работа по разборке, это хранение запчастей, и по сути живых запчастей здесь крайне мало, и если они живые, они, как правило, не ликвидные. То есть здесь вот все просто, куда ни посмотри, вот даже отражатели на фарах уже поплыли, ну то есть там внутри крепежи на пластике все поломаны, тут один сплошной колхоз. И ну вот лично я, даже приведя в порядок этот скутер, я не испытывал бы той радости, как вот покупаешь свежий и как бы катаешься на нем. И это еще и дешевле. Поэтому, ребята, я вас очень сильно призываю думать головой, когда вы ввязываетесь вот в такие вот проекты. Как я часто говорю, когда меня спрашивают, кем я работаю в различных компаниях, я говорю, что мои клиенты занимаются инвестициями в недвижимость. Вот она. Друзья, я очень надеюсь, что мой рассказ сегодняшний был вам интересен, и вы будете внимательнее смотреть на технику при покупке и относиться к этому вопросу поответственнее. Потому что обслуживание техники сегодня это дорого, и дорожает это все не по дням, а по часам в первую очередь из-за запчастей, из-за того, что они дорожают сами по себе, они дорожают в Японии, дорожает логистика, и вот эти все обходы санкций, они прям чуть ли не с каждым месяцем становятся все сложнее и сложнее. Поэтому если уж и покупать себе хорошую, дорогую технику, то надо покупать ее просто сразу живую. Поверьте, вы сэкономите много денег, много времени и много нервов. И будете не ковыряться в сервисе сразу после покупки, а просто кататься и радоваться. Конечно же, будьте аккуратнее на дорогах. Всем удачи, всем пока!